Эх ты, картина маслом. В рынду дали, в гудок позвали, так и можем начинать. Ну и Друзья, гудок. всем привет. Как будто Оператор. бы Да помолчи что-то ты, когда другое уважаемые сделал. люди говорят, елки-палки. Друзья, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, ну и красота, короче, Липован уже на базе. Это первое долгожданное видео, я имею в виду заготовку. Ты что, соскучился, руки дрожат? Ну, короче, сегодня все будет нормально. Все будет нормально, шеф. Что хотел сказать? Спасибо вам огромное, все те, кто с нами остались на канале, когда мы аккуратненько на 2 месяца и на 11 тысяч километров уехали в Турцию. Друзьяки таки для вас старались, но ты, мой друг, если случайно не увидел, во-первых, подпишись на канал, с меня для тебя таки всегда хорошее настроение. Понял? Вижу, понял, братуха, чтоб ты не был здоров. И там есть плейлист, так и называется. Румыния, Турция, Грузия. Кайфанешь по полной программе. О, оператор, слышишь, чуть-чуть не забыл. Ух ты шо. Как там, 100 лет в обед. Мадам, та-да-да-дан-да-дан. Вот этот шикардос, вот этот огурчик для вас, мои хорошие. Чтобы вы мне все были здоровенькие, правильно? Друзьяки, вам от всей души, как всегда, крепко пожал вас руки. А ну-ка, отойди подальше. Что? Вот это вот, он немножко помятенький, но он сказал, что на нем разгладится. Ну ничего, разгладится. Так я 2 разгладится. месяца костюм не одевал, елки-палки. Ну, можно Тебе на заметку. Мне Или на тебе надо утюг подарить. Там у меня есть утюг, я тебе Всё. сказала, погладь себе. Вот тебе на заметку, утюг есть, так что все будет нормально. Разгладим тебя, моя хорошая. А, нет, меня. Угу. Что еще хотел сказать, пока не началось. Моя корабляцкая, мариманская, долгостранствующая кепка уходит на покой, короче, отнесу ее домой. Ага, до следующего лета. Моя ты хорошая, вот это да, конечно, картина маслом. Меня в Турции, да вообще в любой стране, где в ней видели, говорили Кэп, капитан, короче, всегда с радостью, с улыбкой, потому что в этих головных уборах живет душа и хорошее настроение. Давай, моя хорошая, до скорых встреч. Липованочка. Ой, ты шо? Алина Любимая. Маршал, чтоб вы мне были здоровы, смотри, моя родная, любимая, так ты шо? Так и называется кепка. Алиночка, что я вам хотел сказать? Это лучшее, что я носил со времен, когда на этой голове жили волосы. Чтобы вы мне были здоровенькие, а, Катюша? Шикардос? Ой, красавец мужчина. Алиночка Маршал таки создает уникальные головные уборы. Если там кому вдруг надо, я подскажу, расскажу и как это, и дам попробовать. Давай, дружище, мы поехали таки для тебя готовить. А что мы сегодня будем готовить? Куриные крылья. О, у Липована такой появился гаджет. Сегодня, ребята, кайфанете. Хотел на этом малыше приготовить. Передумал. Готовил. Да, у меня, короче, я стал перед дилеммой. Вот готовить на вот то, на чем я сегодня буду готовить, или вот здесь. Ну, я там кинул жребий, короче, там бам-бам-бам-бам-бам, и промазал, выиграл вот то другое. Друзья, я знаю, что вы нас смотрите, огромное благодарю. Такое чудо подарили, елки-палки. Это вот маленький мангал, такой себе дорожный путешественник, неотъемлемая часть Липована и липованской кухни. И потолще, Его- главное. Да, Потолще. это у нас в Турции был момент, я там ходил по базару, короче, выбирал вот такие мангалы, но в Турции у всех тоненькие, а мне там пишут комментарии, Липован, Жди дай потолще. адресок, мы тебе сделаем такие потолще. Ну я как я, а оператор кайфанула, блин, ну просто чудо. Сворачивается, заворачивается вот так вот раз себе и понес. Я его тоже выгулю неоднократно. Ну что, понеслась? Катюня, я просто кайфую в этой липованской кепке. Алина Маршал, еще раз хочу сказать спасибо. Это не просто головные уборы, это чудо. Правильно? Поехали. О, Елисей, чуть не врезался, елки-палки. Ты будешь мне помогать сегодня готовить? Да. А что ты сегодня в школе получил? Пока ничего, но у меня есть уже оценки. А, ну все, значит, это ты к кухне допускаешься. Погнали, с папой что-то приготовим. Алло, директор школы, это папа Липован звонит. Что там, нормально все, да, порядок? Да вы что, серьезно? Спасибо огромное. Говорят, что ты очень хороший сын, слышишь? Красава. Ну все, целуем, обнимаем. Да-да-да. Приходите Давайте. на карася. Приходите, да, как я говорю, с нас для вас таки жареный карась. Елисей, ты таки молодец. Да ты шо, крылья. Ой, свежак, вчера еще летали. Короче, ладно, смотри, ой-ой-ой. Ребята, вы уже, наверное, заметили, что у Липована появился, да не крылья, а новый ножик. Сейчас я вам скажу, вы все удивитесь. Маратик, братик, тебя, как всегда, чтоб ты, ну, пипец, не перестаешь Липована радовать, удивлять по полной программе. Смотрите, что за чудо, короче, он мне подогнал. Это что? Это кто? Исполнитель.
Это я же не договорил. Посмотри на эту толщину, посмотри на исполнение. Мамочки, односторонняя заточка. Ребята, вы сейчас удивитесь, но вот такое чудо изготавливают в Одессе. Да. У Марата есть такой японский нож, он приходит, говорит, пацаны, короче, вот вам, нате, потрогайте, запомните и сделайте липовану такой же. Да ты шо, японский ты одессит. Ну давай, начнем работать. Ох ты шо, вот это он распилил. Катюня, хирургический срез. Ну ты сильно долго не показывай, потому что сегодня будет что показывать. Ну Слышь? давай. Береги мне Ты же пленку, знаешь, любовь я, моя. как всегда, уже тороплюсь, поэтому тут сильно не растягивай. А я в начале видео хотел сказать, что сегодня Да. будет именно так, Да, как да. ты любишь. Ага. Быстренько и никак по-другому, поняла? Ну, насчет того, как я люблю, это тут я еще не знаю, а вот ты давай быстренько готовь. и Любовь пошли. моя, я не об том, я за приготовление Я блюд. тоже не об Потому том. что я тебе за другое хотел сказать. И, друзьяки, поддержите меня в комментариях. Ну, мужчина получает удовольствие, когда что-то готовит, понимаешь? Ну, хочется танцевать Ты ж и недавно немного жаловался. задержаться. На что? Что, плохо на тебе, базаре? что? Ну, конечно, Да что ты меня заглушила рецептами. один в доме готовит. Ты меня заглушила Знаешь, рецептами, как на понимаешь? одной кухне не может быть две попы. Не, ну, попы-то могут быть, хозяек там, по идее, должна быть одна. У нас хозяин на кухне, здорово. Ай, хозяин. Ну и хозяйничай на кухне, Сережка. А я в другом месте похозяйничаю. Давай, хозяйка. Давай. А где ты хозяйничаешь, я забыл. Везде. Он беззвучно режет кость. Или, Сережка, где мама хозяйничает? Есть у тебя предположение? Дома мама хозяйничает? Иногда. А кто дома хозяйничает? Ульяна, ох у нас хозяйка, елки ты палки, да? Да. Смотри, Елисей, запоминай внимательно. Также, ребята, короче, был в Турции, аккуратненько подсмотрел. Что они делают? Чтобы долго не играться с этой всей песней, чтобы не пересушить. Вот так вот делают вот такие маленькие насечки. Ну, как карася, да, поняла? Ничего себе. Все, вот раз, и оно отсюда прожарится, до косточки А ты, доберется. оказывается, там еще и рецепты себе Ты что, думаешь, я с тобой просто в так туда записную ездил? книжечку А? записывал? Ну да, думала только на солнышке греться. Да не, Катюня. Меня туда отправили по обмену опытом. А кто отправил? Я, получается. Одесса мама меня отправила, говорит, Серега, ты там даром не дуркуй, что-то подсмотри у турков, а что-то еще и расскажи. Ну я таки подсмотрел и что-то рассказал. А, как мы там черта исполнили. Морское чудовище, но было очень вкусное. Даже турки удивились. Что это, Сережка, за механизм у тебя? Катюня это такой агрегат, который сам жарит шашлыки, ты понимаешь? Вебер? Можно таки сказать, что да, липованский вебер. Ох, ничего себе. Сюда цепляется. Придумали же. Да. Такие специальные, да, у него ушки. Ага. Это тоже сюда цепляется? Все, вот так вот одел. Это почти как мы барана жарили. Ну, это такой себе электрический вертел. Короче, давай, смотри, что я сейчас буду делать. Вот эти крылья, которые я перерезал, я их сейчас просто залью масличком, буквально немножко. Я их мариновать сейчас не буду. Просто взбрызну чуть-чуть маслом, буквально немножко, поняла? А маслом зачем? Зачем маслом? Да. Чтобы не сухие были, когда будешь жарить. А пока они у нас будут жариться, я приготовлю себе такую маленькую сальсу, вот такую помазочку. И кисточкой, кстати, буду я их мазать. У нас получится крылья барбекю. Крылья барбекю. А, кстати, смотри, крылья барбекю. Пока нас не было, пришли подписчики и подарили Липовану вот такую штуку. И оставили маленькое послание. Сказали, Липован, ты с этой штукой поаккуратнее. Капля вот этого яда на ведро разводи, будет, мама дорогая, что? Я не знаю, пока я еще не рискую пробовать. Друзьяки, те, кто знакомы с вот этой вот штукой, пишите в комментариях такие, расскажите, как вы с чем едят. Много, мало, по чуть-чуть мазать надо или что-то там делать. Судя Короче. вот по этой Ага. штуковине, я думаю, что, наверное, не очень. Не, я так понимаю, что у этой фирмы есть линейка соусов. Вот эта модель занимает второе место сверху. Ага, по концентрации, короче, мама дорогая, и яда. Ты понимаешь, это пипец, что-то аж в руках жжет держать. Начинаешь? Катюня, процесс пошел. Так вот бочком. Аккуратненько сейчас я все это загоню. У тебя новые шампура? Нет, шампура старые, я их просто помыл хорошо. Ничего себе. Ну, с этим маленьким мангальчиком приехали и шампурики, тоже вот такие хорошенькие, аккуратненькие. Так мы же и в Турции купили какие-то такие. А ты то мы сказала. купили маленькие. Катюня, у меня есть что готовить Ты худеть собрался, до да? следующего этого отпуска. Не, мы купили маленькие такие изящные. Я хочу приготовить шашлычок и с бараньей печени.
тоже, кстати, подсмотрел. Так что нам тут с тобой готовить до весны хватит. А людям смотреть? А людям смотреть. Так, меряем. Сюда входит, отсюда выходит. Еще одну. Это липован, слышишь, дети говорят. Я его смотрю. Да, и дети нас тоже смотрят. Чвакает так. Мурочка, он тебе ничего не дает? Как не даю? Мурочка, иди сюда, у меня для тебя есть вкусный кусочек мяса. Самый лучший отдаю. Скажи, я и пришла. На, девочка, иди сюда, кушай. Кушай, моя принцесса. Видишь, я его не мариновал, поэтому едят его даже коты. Покушала? Мурочка, Мурочка, девочка, моя хорошая. Ты такая красивая на зиму стала, да? Шерстью обросла. Что это? Кабель, как в телефоне? Катюня, и кабель как в телефоне. Подожди, тут надо мне вот так вот раз. Ты тут все пожаробезопасно сделал, надеюсь? Производитель говорит, что пожаробезопасно. Короче, работает эта штука от сети и от пауэрбанка, понял? Бац-бац и готово. Ну что, давай загоняем, сынуля. А ну-ка, в сторону. Сейчас мы это чудо будем проверять. Так, всунул. Давай, засунул. Сюда все. Как это? Что ты говоришь, для ленивых? Ну да, вот. Да это класс, елки-палки. Вставил, занимаешься своими делами. Вот тебе. А какими, интересно, ты будешь делами заниматься? Ну, у меня есть там сейчас там соус приготовить хочу. Чу-чу. Так. А включать когда? Включать, сейчас включим, Ира, хороший. Сейчас папа здесь отрепетирует моменты, потому что работаю я с ней первый раз. Опа-на. Вот так вот. О, уже запахло. Курицей обшмаленной. Конечно, запахло. Так, ну что, включаем? Здесь, иди, обойди, я покажу где. Есть такой тумблерочек. Регулируется скорость. Давай быстрее, мне горячо. Опача! О, закружились, завертелись. Ага. Классная штука, слушай. О, вот я бы на такое могла приготовить. Ну все, берешь бразды правления. Куда? А я иду, как ты говоришь, хозяйничать. Где ты там хозяйничаешь? Расскажешь мне. Не. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, это уже крутится. Чесночок я кидаю сюда целиком, пусть запекается. И буду готовить помазочку. Все элементарно и просто, друзьяки, правильно? Вот тебе на. Эх ты, не рецепт, а одно удовольствие. Маратик, красава. Ох, то тут такие шестереночки, оказывается, у тебя. Катюня, это механизм, и чтобы ты понимала, это не Китай. Слушай, как работает мотор, вообще не слышно. А что ты тут заклеил? Да надо было мне. Да. Ну потому что у нас это не реклама, а просто как это... Двигатель торговли. Ты как скажешь, хоть бери, да сама дальше продолжай. Не, это не в качестве рекламы, просто самому интересно, что это за чудо. Ну, а если кто-то вдруг захотит, чтобы я рекламировал, так я всегда ваш, всегда открыт, там контакты есть где-то у меня там на канале, правильно? Выходите, мировые бренды, Weber и вот эти вот продавцы крутящих моментов. Я открыт. Угу. Ох, расскажу всю Покажу. правду. Покажу. Катюня, красиво? Да, мне нравится. И мне нравится. Смотри, уже чесночок готов. Покажи, что ты там нажарил. А что показывать? Это надо Произведение- аромат, ребята, представлять себе, как пахнет печеный чеснок. Да ты что, в такую непогоду? Ай-яй-яй-яй. Согревает и в холода, и... Да и просто греет. Горячо, наверное. Нормалек. О, смотри, чесночок запекся. Опля, ступочка. Давно я тебя не дубасил. Да ты вообще давно не готовила, я тебе открою И секрет. давно вообще... не дубасил? Да. Все.
Песня. Чисти, мне тут там сильно дымит, хорошо? Хорошо, отвыкла ты уже, да? Да-да, ужас. С этой вашей Турцией. Нельзя надолго нас отпускать. Уже начинают потихоньку поджариваться. Вот это и есть именно самый настоящий балдеж, правильно? Вообще не переживай, что тебе надо что-то переворачивать. Просто занимаешься своими делами. Ну или пьешь пиво. А кто-то, знаешь, как говорит, вот пока крутит эти вот шампурочки, прям балдеет, получает удовольствие, вот готовит. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Для этого у меня есть маленький мангал. Вот вина. Каждому свое. А липовану всего и побольше. Кто бы сомневался. Так, чесночок есть. Ах ты, смотри, молниеносная пюрешка. Это мы готовим вот такую смазку для наших крыльев. Мы сейчас прямо будем уже под конец смазывать, наряжать их всяким разным вкусом. О, оператор, у меня к тебе всегда... короче, долго зрел вопрос один. А вот ты любишь 30 сантиметров, 50 или 60? Конечно, 60. О, такие Странный у вопрос. меня для тебя есть. Галина Алексеевна, спасибо огромное. Видите, прямо в точку. Та-да-да-дан-да-дан. Кисточки, я не знаю, для чего они. Ну, вообще красят ими. Но по-русски тут не написано. А это значит, что такие для барбекю, поняла? Вот, значит, вот этой вот 60-кой я буду смазывать для тебя крылья. Это сильно большая. Понимаешь, в чем беда большого размера? Что сразу думаешь, а оно мне надо было? Может, все-таки лучше 30, оператор? А? Ну, 30 тоже ничего, елки-палки. Сереж, делай свою замазку. Короче, будет малыш, да? Эх ты! Пуцик. Как говорят, маленький, но королек. Это вот про эту кисточку. Катюня. Смотри, помнишь, что мы с Турции привезли? Я тебе говорил, надо, всё бери, помню, я бери, всё моя помню, хорошая. что мы привезли. Соль гималайская. Так ты шо, что елки-палки. Она с каким-то привкусом? С гималайским. Да каким гималайским, если она была турецкая? Ну, куплено в Турции, называется гималайская. Короче, не мешай, отойди, пожалуйста. Не знаю, она не называлась Вот так гималайской. вот, раз. Да я тебе сейчас этикетку вынесу. Покажи. Гималайская соль. Покажи. С парнем. На что? Вы видите это? Гималайская. Вот, ребята, сейчас вот я на лодке не кататься, пойду и докажу ей. Все, раз-два и готово. Паприка обалденная, сладкая, вкусная, турецкая. Я, конечно, от нее кайфанул по полной программе. Раз. Прошлогодняя? Да нет, свежая. Нынешняя? Этим разом привезенная, да-да-да. И здесь у меня вот такая есть смесь, здесь есть все. И хмели, и сунели, и базилик, и тимьян, и все, что хочешь. Вот так вот хватит. Интересно, чем это ты все разбавишь? Маслом. Самым обыкновенным Ну, я маслом. думала, что-то сладенькое будет, там, типа медика. Медик горит. У меня вместо медика есть соус манго. Ну ладно. Поняла? Это для тебя потом. А он не горит, да? А я им не буду потом мазать. Это потом туда макаешь и Да съедаешь. нет, это не то. Ты еще даже не попробовала, уже делаешь выводы. Вот тебе на тебе. Поняла? Ох, ребята, видели бы ее глаза. Елки-палки, свистать всех наверх. Валим с корабля. Ох, какая гремучая смесь тут у тебя. Катюня, гремучая была, я себе добавил из той бутылочки сюда пару капель. А это нежная, в меру перченая. Потому что паприка у нас интересная. Она такая сладенькая, но нет, да. Ты можешь чуть-чуть что-то. медленнее вот это все делать? Чуть помедленнее. И не орать. Чуть помедленнее. Это я хотел Высоцкого исполнить. Ну ладно, для тебя помолчу. Помолчи. Я люблю, когда ты молчишь. Это так редко у меня случается. Сделаю тебе Я праздник. не жалуюсь, конечно. Сделаю тебе праздник. Ага, на рыбалку Всё, еду. как рыба об лед. Кстати, к Артему на рыбалку. Тёма, давай, я там крючки уже затачиваю, скоро к тебе приеду. Будем судаков, самов и щук ловить. Вилково. Ой, все. Короче, доготавливай сама, здесь не сложно. Просто выключишь, когда уже будет готово. Тёма, я уехал в Вилково. Липование, таки встречайте, блудный сын возвращается.
Нормально все? Под контролем? Катюня, песня. Вернулся уже из Вилкова. Из откуда вы? Работай, работай. А. Эх ты. Да бегал по делам, я бегал. Я поняла. Так, жар умеренный. Огонь контролируемый. О. Сережка, ну давай уже там что-то делать будем. Делать? Хорошо, давай. С тобой долго не поиграешься. Так, смазка готова. Смотри, Катюня, что я тебе хотел сказать, показать. Ёшкин ты кот. Эх ты, ребята. Это вот братцы-ножевники на привозе мне подарили. Говорят, А люди там Серега, спрашивали в комментариях, где купить, как заказать. штука универсальная. Что хочешь делаешь. Реально. Повернул так, развернул сюда. Хочешь, короче, по-разному. Мои вы хорошие. Для тех, кому интересно, я вот прямо вот сюда, короче, вот смотри, вот бабах, трах-бах. Вот оставляю контакт Сереги. Бабах, трах-бах. Контакт Сереги. Смотрите, читайте, звоните, таки пойдет навстречу и доставит Давай, вам. поехали лук резать. Давай. Болтает и болтает, безумолка. Смотри, пальцы береги. Они Да мне я что хотел сказать, пригодятся. показать. Как это, смотри, чтобы ты видела. А ну, смотри. Ой, красиво. Не знаю, куда Красиво смотреть. и быстро. Тебе нравится? Да, я в шоке. Ну, хоть Да что-то. она сама работает. Да, я смотрю, все само работает. Класс. И что ты тут делаешь? Все. Смотри, раз, два и накучерявили. Видишь, он такой еще в рубчик. Ах ты шо. Нежный, ароматный. Да, ну дай-ка сюда. Сделаем легенький маринад. Слушай, одна луковица, а столько получилось? Вот это да. Хороша, лялька. Так, что делают турки? А знаете, что они делают? Так я вам долго томить не буду и расскажу. Они просто берут сумах и вот так вот им приправляют лучок. Все, больше ничего. Очень вкусно. Очень вкусно. Я бы сахар. Ненавязчиво. Но это уже по-липовански. Сахарок тебе будет в другом рецепте. Хорошо. Во, давай, мы сегодня, по обмену опытом с Турцией бомбим. Так, это есть. Ты ничего мне не хочешь сказать за арбузик? А что я должна тебе сказать за него? А это будет вместо хлеба мне сегодня. Вчера вот на базаре купили. Ох, ты что, красота. Я, аж спал плохо. Мечтал, Как да? хотел попробовать, да. Слышь, пора уже смазывать. А сделал опять целую миску. Зачем так много? Пригодится. О, погнал наряд. Скажи мне, ароматы поменялись в атмосфере? Не знаю, дыма больше стало, а так, конечно, наверное, поменялись. Тебе Поменялись, там поменялись. виднее. Как кисточка работает? Хорошо, мягенько идет. Прям художник. Хорошо стелит. Катюня, ты говорила много, а я как раз именно сделал то, что доктор прописал. Не переживай, ничего не останется. А ты не рассказывай мне, когда надо снимать. Я не рассказываю, я подсказываю. Снимай, моя хорошая, чтобы ничего не профукать. Все, намазали, буквально пару кружочков и Будем готово. кушать? И снимать. Да, накрывай на стол. Не, я кушать буду. А кто накрывать будет? Ну ты, конечно. Хорошо, договорились. Мне повезло с тобой, что ты сговорчивая, Сережка. Тебе просто со мной повезло. Это я за тебя сказала. Поговори, с умным человеком можно поговорить, да? Причем без остановки. Да, повезло, а что? Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем была в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Будто солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увела и ключи от счастья для меня нашла.
для меня нашла. Ты прям как со спецэффектами. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Короче, оператор снимаем. Так, отключаем это чудо. Приехали. Да ты что, Катюня? Звони туркам, все нормально получилось. А что туркам-то? А куда? Шампур чуть-чуть горячий. Твое волшебное люблю, я тихим эхом повторю, любовь горячая. Все? О, как все? Ну подожди ты, да, сейчас надо украсить это все дело, присыпать, врезать арбузик и будет все. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем была. Короче, красиво как, Катюня. Ну и снимает фильмоскоп. Ребята, для тех, кто там интересуется, я Руки, напомню. руки, это все руки, Сережка, это руки. Да, оператор снимает руками без подставки. Но телефон Samsung. Ох, снимает. Ну, вы сами все видите. 4К формат. Ага. Мазду мы уже прорекламировали, перешли теперь Samsung рекламировать. Сережка, давай. Мы не ты уже- рекламируем, мы благодарим. Запомни, в этом есть разница. За рекламу деньги получают, а мы все делаем бесплатно от души, понимаешь? Вот такой себе а-ля Липован Робин Гуд. А зачем? Что, снимать Так было шампуров? красиво, Сережка. Катюня, у тебя Вечно своя красота, у меня любовь моя своя Ну, красота. конечно, так вообще у людей у всех так. Так что готовлю я, а ты просто снимай. Договор? Хорошо, Все. как скажешь. Ах ты горячий и сочный, слушай, обалдеть можно. Так, мне удобнее будет оттуда взять сейчас. Вот, я же за тебе стараюсь. Хорошо, спасибо. А ты мне вот это вот воздух по щекам гоняешь, короче, а потом думаешь. Кого? Гоняю. По Ага, щекам. вот то, воздух. Друзьяки меня поймут. Арбузик. Скажи мне, ой, тряпочка нужна. Что? Я тебя умоляю, только не на микрофон, слышь? Не ляпни, а то я не переживу и таки сбегаю в ЗАГС, отменю то, что мы еще не начали, понимаешь? Не, не понимаю. Хорошо, дома расскажу. Та-та-ра-та-ра-та-та-та. Аккуратно выходи, мой самурайский. Вот как тебя врезать? Скипками? А? Давай наполовинку. Слушай, скрипка. О, он прямо. Дай ему добегу. Да ты сейчас все увидишь, не торопи события. Ох ты шо, чудо-юдное. Бери ложечку, прям ложечкой. А я хочу со скибочки. Ребята, любите квашеные арбузики? Пишите комментарии, а? Я очень люблю. Поэтому это половина моя. Ну а вторая половина, дружище, если ты успеешь сегодня к Липовану заглянуть, так я тебя угощу квашеным арбузом. Так, лучок. Прямо аккуратно схоронили, ты понимаешь? Все, это Что такое делали? себе, ну, как это, Спрятали. спрятали, во. Это- Ну все, картина маслом. Что, осталось попробовать? Я арбуз. Вкусно? Катюня, это бесподобно. Такие киевские рули, да? А тут еще поглядеть нужно. Не, каждый рынок у нас в Одессе по-своему индивидуально, уникально, особенный. Я и привоз люблю, и киевский обожаю. Ну можно я буду доедать свою курицу? Давай, надо же попробовать. Смотри, беру любую, не глядя. Катюня? Аж задергалось все, насколько вкусно получилось. Ребята, теперь не я в Турцию по обмену опытом, а вы, мои хорошие, таки сбегаете к Липовану. Мне вам есть таки что рассказать. Ага, вот и получилось. Лучком закуси, лучком. Женщина, дай я покушаю. Боже мой. Ну, вот без балды. Ну, век на лодке не кататься. Надо запомнить и сохранить этот рецепт, потому что получилось реально очень вкусно. Друзьяки, от всей души, с хорошим настроением. Для вас что-то жарил, там проверял какие-то гаджеты, тыкал в мягенький арбуз свой новый ножик. Одесский Липован. Всем пока-пока. Чао.